Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня мы будем импортозамещаться. А в данном случае мы заместим Лего. И не просто Лего, а мы будем строить военную технику. Ведь в оригинальной серии военной техники нет как такового класса, а в России дети будут играть в бронетранспортеры и танки. Итак, передо мной очередной набор от Armor Store. И на этот раз это бронетранспортер, и чем-то мне он напоминает БТР-82, потому что тут не указан, какой именно это прототип. Но я думаю, это и в коммерческих каких-то целях, и в юридических довольно правильно они поступили, написав, что это просто бронетранспортер. Соответственно, сделано в России. У меня к этому есть вопросы, потому что тут указан только юридический адрес производства. Юридический — это не фактический, но при этом все-таки это довольно интересный такой вид конструктора, ну и моделизма в какой-то степени, но больше, наверное, конструктор. Набор от этой фирмы можно приобрести в Озоне, на Вайберес, и, соответственно, у Armor Store выходит несколько линеек, и транспорт, и солдаты, и какие-то постапокалиптичные сюжеты. И также мы можем тут заметить, что у них есть в наборе буханочка, ну, по крайней мере, очень похожая на нее машина, ну и шишига, как же без нее. Довольно интересный и узнаваемый прототип. Что, давайте посмотрим, что внутри. Детали, в этот раз они уже разноцветные. Резиновые колеса, втулочки. Деталей как будто бы чуть больше, чем в предыдущей шилке, но благо они более разноцветные, и это немножко упростит процесс сборки, потому что тогда единственная сложность, которая тут возникает, это просто найти эту деталь среди кучи одинаковых, которая нужна именно на данном шаге сборки модели. И начинается все с шасси. Инструкция понятная, хотя мне бы хотелось не такой темно-зеленый в инструкции цвет. Было бы приятней. Давайте приступать. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Когда мы говорим о военном Леге, речь идет на самом деле не о пластике и мини-фигурках. Это касается довольно чувствительной темы. Того, как дети и взрослые мыслят о силе, конфликте, риске и героизме. Как они проигрывают мир, в котором живут, и пытаются приручить то, что обычно пугает или кажется слишком большим. Конструктор — это безопасная лаборатория, в которой можно заморозить хаос, поставить его на паузу, поменять исход, отмотать проигрыш и придумать альтернативу. В этой микровселенной ребенок, как любой другой игрок, получает право определить границы, задать правила и видеть последствия своих решений практически сразу. Разрушенная стена собирается обратно. Раненый персонаж оживает после перестановки деталей. Мост чинится за пару минут. Этим игрушечный конфликт отличается от реальности, а именно в этом его сила и в этом риск. Сила, потому что с помощью игры можно аккуратно подступиться к тяжелым темам и не утонуть в них, а риск, потому что слишком легко перепутать упрощенную модель с настоящим миром и незаметно привыкнуть к зрелищности насилия, не ощутив реальную цену. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Военная тема в конструировании притягательна своим ясным драматургическим каркасом. Есть противостояние, есть ресурс, есть задача, есть неопределенность и выбор. Все это подпитывает чувство компетентности, идею, что я могу. Это подталкивает к инженерному мышлению. Такие опоры выдержат нагрузку. А как сделать ходовую часть еще более устойчивой? Где разместить запас энергии? Как оптимизировать траекторию дрона, чтобы он дольше держался в воздухе? Но параллельно возникает и опасность, которую часто недооценивают. Конфликты упрощаются до карикатуры, добрые против злых.
Мотивы и причины сводятся к декорациям, а технологии — к магии, которая побеждает сама по себе. В жизни оружие — это инструмент, вынутый из сложного контекста политики, этики, экономики, истерзанных биографий и хрупких компромиссов. В игре же сложность растворяется, и вот уже блеск деталей, аккуратная геометрия и щелчки соединяются и начинают романтизировать силу как универсальный язык, где удар по базе выглядит просто эффектной сценой, а не разрушением чьей-то вмещающей в эти кубики школы, больницы или дома. Мне кажется, выход не в запрете конфликта как такового, а в смене фокуса. Если военное присутствует, то его можно развернуть от цели уничтожить к задачам спасти, починить, переговорить, развести стороны или обезвредить угрозу так, чтобы никто не пострадал. Точно так же меняется инженерия. Вместо того, чтобы строить максимально агрессивную технику, можно проектировать устойчивые мосты под нагрузкой, эвакуационные капсулы, модули связи, автономные медблоки, мобильные очистители воды или роботизированные саперные платформы. Это по-прежнему игра, захватывающая с рисками и решениями, но смысловые векторы смещаются к гуманитарности, ответственности и долголетию систем. Причем все это прекрасно уживается с азартом, потому что самая трудная и интересная задача в любой игре — это ограничить себя рамками и все равно победить. Если красные линии, которые в этой вселенной ты не переходишь, ты не бьешь по школам и больницам, и не уничтожаешь инфраструктуру ради короткой выводы, и не оставляешь пленных, не игнорируешь последующую реконструкцию, ребенок быстро усваивает, что эти правила не портят игру, а придают ей глубину. Выигрыш становится сложнее, но довольно значительнее. Важную роль играет еще и то, как мы наделяем персонаж голосом. Мини-фигурки, они все одинаковые по формату. У них одно и то же посадочное место, стандартные руки, знакомая улыбка или же хмурый принт. Зато их истории могут быть разными. Когда у противника появляется имя, аргументы, сомнения, уязвимость, и он перестает быть безликим объектом для уничтожения, и тогда игра превращается не в стрельбище, а в драму с конкурирующими интересами. В такой драме возможны переговоры, обмены, эвакуация, компромиссы, хитрые маневры, в которых никто не умирает, а ресурсы перераспределяются. Это не морализаторство, а попытка размягчить реальность. Это расширение набора стратегий, которые ребенок пробует на вкус. И когда этот набор шире, чем ударить первым, у него появляется пространство для настоящей изобретательности. Но если смотреть на бренд Lego, можно заметить, что компания на протяжении многих лет довольно осознанно избегает прямых изображений современной армии и действующего оружия, но допускает исторические, фантазийные и научно-фантастические конфликты. Такой выбор не случайен. Он снижает вероятность того, что набор станет баннером чьей-то текущей реальности и оставляет пространство для конструктивных сюжетов. В этом подходе есть тонкий баланс — дать игрокам возможность пережить чувство риска и преодоления, не поддерживая их к фетишизму насилия. Лично мне он очень близок. Он напоминает, что конструктор — это прежде всего средство для созидания, а конфликт, если и появляется, лишь повод придумать более умелые и устойчивые существующие решения. А может быть, и не очень существующие. И не стоит забывать и про возрастные нюансы, ведь для малышей война — это часто просто слово с набором громких звуков и понятных ролей, где у каждого есть свой цвет, форма и узнаваемость. Здесь важно вовремя удержать игру от скатывания в чистое разрушение, предложив альтернативные модели действий. Для подростков же конструктор может стать полем для рассуждений, как устроена логика, почему мозг держит, какие компромиссы между скоростью и безопасностью, где проходят юридические границы. И это очень хороший момент для разговоров о праве, о защите гражданской инфраструктуры, о гуманных коридорах и о том, как устроены переговоры и почему же в состоянии конфликта существуют правила. Никаких лекций не требуется, достаточно задать пару вопросов после игры. Что было самым трудным? Где ты ошибся? Что бы ты сделал иначе, если цель меньше пострадавших? И как бы выглядела миссия, если бы ей руководил медик или же инженер, а не полевой командир? Такая рефлексия делает сделанную постройку не конечной, а промежуточной, приглашает к новой итерации, в которой решения становятся более точными. Игрушечный мир также позволяет пройти очень важное упражнение — это проживание последствий. В реальности новости редко показывают, как чинят разрушенное или как работают ремонтные бригады, как возвращают электричество и воду, а также как восстанавливают мосты. В игре же можно сделать центральной частью этот процесс. После инцидента включается план восстановления, и он вдохновляет ничуть не меньше, чем большая битва. Появляются строительные краны, временные переправы, аварийные генераторы, склады гуманитарной помощи, мобильные кухни.
командой психологической поддержки. Роль героя смещается от того, кто точнее стреляет, к тому, кто быстрее и умнее все починит. Парадоксально, но напряжение от этого не падает. На кону комфорт и безопасность целого города из кубиков, и время все-таки тоже ограничено. И эта перспектива помогает избежать еще одну ловушку – превращение военной эстетики в маркер идентичности, который подменяет собой все остальное. Нередко увлечение техникой становится посланием «я компетентный, смелый технарь». В этом нет ничего плохого, пока рядом существуют альтернативные коды. Я заботливый, я придумщик, я исследователь, я организатор. Когда ребенок не застревает в единственной позиции силач, а пробует на себе множество разных ролей. Конструктор прекрасно это поддерживает. Сегодня ты проектируешь броневик для эвакуации, а завтра лабораторию для анализа воды. Ну а послезавтра музей, который рассказывает истории обеих сторон конфликта и собирает вокруг себя мирных жителей. Важно лишь, чтобы мы, взрослые, не навязывали единственно правильное решение и не поощряли исключительно силовые развязки. Куда полезнее заметить, схватить и подкрепить хитрые, гуманные, инженерные, изящные ходы в игре. Но тут особняком стоит тема реализма. Иногда возникает соблазн довести модель до предельной точности, вложить в нее узнаваемые конфигурации реальных систем. В инженерном смысле это захватывающе. Ты изучаешь прототип, видишь, как устроены подвески, зубчатые передачи и стабилизация. Но вместе с точностью приходит и ответственность. Чем ближе модель к реальному образцу, тем легче перепутать игру и пропаганду. Хорошая страховка – это осознанно ограничивать степень узнаваемости и подвешивать происходящее в условном мире, где главные правила – это гуманность и восстановление. В таком мире есть место для щита и брони, но нет места для атаки и то, что делает жизнь возможной. Ведь ее полно и в задачах гражданских систем. Прочность купола над площадью, оптимизация систем общественного транспорта, устойчивость опор для ветровых турбин, а также компоновка спасательных капсул. Но все сказанное не отменяет простой правды, ведь люди играют в военные сюжеты, потому что мир полон конфликтов, и потому что игра позволяет попробовать себя в роли того, кто решает. Пытаться вытравить этот импульс бессмысленно и, пожалуй, вредно. Гораздо продуктивнее показать, что решать – это не значит побеждать любой ценой, а значит удерживать сложность, думать на шаг вперед, заботиться о тех, кто слабее, и признавать ошибки, перестраивая собственные конструкции. И конструктор для этого идеален, потому что он поощряет итерации. То, что не получилось, можно разобрать, собрать заново, и, приобретая опыт, ты не чувствуешь поражения. Лично я отношусь к военному лего как к инструменту, который может либо сузить, либо расширить горизонты. Если его использовать как аттракцион силы, он быстро скатывается в однообразные сцены, где главная добродетель – мощь и сила. Но если держать в центре гуманность, инженерное мышление и готовность восстанавливать, он становится лабораторией сложных решений, где победа измеряется числом спасенных, прочностью построенной конструкции и тонкостью компромиссов, но не количеством уничтоженных врагов. В такой лаборатории можно учиться говорить «нет» простым ответом и искать решения, от которых выигрывают многие. И тут вырабатывается эмпатия к той самой мини-фигурке, чье имя ты придумал, и уважение к хрупкости мира, даже если этот мир пока что умещается на ковре в гостиной. И чем раньше мы учимся играть именно так, тем больше шансов, что однажды, повзрослев, мы будем строить мосты уже не из пластика, а из доверия, здравого смысла и взаимной ответственности. Рабочая пусковая установка, и также люки практически все открываются. Да, и также мы можем открыть стекла. Ну, вот надо постараться. А в целом этот набор очень хорошо будет смотреться у вас на полочке, как арт-объект. Ну и также детям, наверное, будет тоже интересно его собрать и поиграть. Надеюсь, это видео вам было интересно. До новых встреч. Пока-пока. И не забывайте писать в комментариях, как вам такой вид моделизма.